На бескрайних травянистых равнинах заповедника дикой природы Маккена крошечный слоненок тихо бредет под палящим полуденным солнцем. Его морщинистая кожа покрылась слоем сухой пыли после долгих часов блуждания в одиночестве, без матери. На потрескавшейся земле отпечатались нечеткие следы его маленьких ног, перемежаясь с редкими островками низкой зеленой травы, разбросанными по округе. Маленький хобот то и дело тянулся вверх, словно пытаясь найти знакомое тепло матери. Но в этой огромной саванне не было ответа ни от одного взрослого слона. Большие уши слоненка поникли от истощения и нарастающей растерянности. Одиночество окутало маленькое тело посреди огромного и безмолвного природного ландшафта. Жажда и жара делали его шаг все медленнее и тяжелее. Впереди показалась длинная извилистая канава, прорезающая поле сухой травы. Движимый любопытством и крайней усталостью, слоненок приблизился к ней, не осознавая подстерегающей опасности. Внезапно сухая земля обрушилась под весом его крошечного тела. Всего за несколько секунд слоненок с силой соскользнул в глубокий темный овраг внизу. При внезапном падении тело малыша сильно ударилось о две твердые стены узкой расщелины. Он оказался плотно зажатым между двумя пластами земли, не в силах пошевелиться. Над поверхностью виднелись только голова и маленький хобот. Его большие круглые глаза блестели от неподдельного ужаса в зловещей тишине. Дрожащий хобот отчаянно тянулся вверх, словно моля о помощи. Куски земли непрерывно осыпались на спину слоненка с обеих сторон расщелины. Каждое движение лишь заставляло земляную ловушку еще сильнее сжиматься вокруг его хрупкого тела. Боль пронзила все тело слоненка, почти лишив его сил и мешая дышать. Слабый крик эхом разнесся по тихой пустынной степи, но никто не услышал этот зов о помощи на таких огромных просторах. Голубое небо над головой казалось далеким, как никогда. Слоненку оставалось лишь беспомощно ждать в страхе и отчаянии. Когда на заповедник Маккенна опустилась ночь, стало холоднее и еще более жутко. Тусклый лунный свет падал на расщелину в земле, где уже несколько часов находился в ловушке слоненок. В тихой темноте издалека донеслись странные звуки. Стая гиен начала приближаться к расщелине. Их глаза были наполнены хищным умыслом. Они почуяли запах беззащитной добычи, застрявшей внизу. Их сверкающие глаза вглядывались в темноту, где дрожал от страха слоненок. По пустоши разнеслось угрожающее рычание. Слоненок сжался, его страх усиливался. Однако расщелина была слишком узкой, и гиены не могли добраться до добычи. Они лишь некоторое время наблюдали, проявляя признаки нетерпения. В конце концов, вся стая скрылась в холодной ночной тьме. Слоненку повезло пережить эту страшную ночь. На следующее утро Джозеф Бекки гнал свое стадо скота через знакомые поля рядом с заповедником. Внезапно он услышал слабый звук, доносившийся из-под сухой, потрескавшейся земли. Джозеф остановился и очень внимательно прислушался к необычному звуку. Это было похоже на плач попавшего в беду слоненка. Он подошел к длинной борозде посреди поля сухой травы. Неожиданно из пыльной земли показалась маленькая трубка. Хобот. Глаза слоненка загорелись надеждой, когда он увидел человека. Джозеф был потрясен развернувшейся перед ним душераздирающей картиной. Он тут же схватил телефон и позвонил рейнджерам заповедника. Его голос дрожал, когда он сообщал срочную новость о застрявшем слоненке. Заповедник Маккенна быстро отреагировал на сигнал бедствия. Спасательная группа была отправлена на место в кратчайшие сроки. Машина рейнджеров мчалась вперед, поднимая клубы красной пыли на ухабистой дороге.
Даниэль Окаро вышел из машины с серьезным и предельно сосредоточенным выражением лица. Сэмюэл, Джордж и другие члены команды привезли все необходимое спасательное оборудование. Они быстро подошли к краю расщелины, где был зажат слоненок. Малыш поднял голову и посмотрел на них взглядом, полным страха и одновременно надежды. Даниэль попросил всех держаться на безопасном расстоянии, чтобы не вызвать новый обвал грунта. Сэмюэл ласково заговорил со слоненком, чтобы успокоить его. Вниз подали бутылку с водой, чтобы утолить жажду животного. Рядом со краем расщелины положили спелые бананы, чтобы побудить слоненка тянуться вверх. Слоненок медленно поднес хобот к воде и начал пить маленькими глотками. Получив воду, он стал дышать ровнее. Глаза слоненка выражали меньше страха, когда он почувствовал помощь. Даниэль Окаро быстро собрал спасательную команду и местных жителей, чтобы согласовать план спасения. Они решили, что нужно расширить траншею, чтобы создать безопасный путь для выхода слоненка. Сэмюэл и Джордж взяли лопаты и начали снимать слои твердой почвы рядом с трещиной. Джозеф Бекки тоже присоединился, помогая изо всех сил. Камни и землю непрерывно убирали, расширяя пространство внутри расщелины. Пот ручьем тек по лицам людей под палящим полуденным солнцем. Слоненок лежал внизу неподвижно, изредка издавая слабый стон. Был создан небольшой пологий скат, чтобы слоненок мог подняться наверх. Даниэль давал четкие пошаговые инструкции, чтобы обеспечить безопасность и людей, и слона. Сэмюэл подал знак слоненку подниматься по свежевыкопанному склону. Слоненок замешкался на несколько секунд, так как все еще был сильно напуган. Но запах спелых бананов придал ему смелости, и он двинулся с места. Слоненок поднимался по склону неуверенными шагами. Рыхлая земля осыпалась при каждом тяжелом движении. Все хором подбадривали его, чтобы поднять дух малыша. Наконец, слоненку удалось благополучно выбраться на поверхность. Несмотря на истощение, он тут же выпил воды и съел банан. Вся команда с облегчением выдохнула, когда спасательная операция завершилась успехом. Джозеф Бекки указал вдаль, на пастбище, где он ранее видел слониху. Он сказал, что мать искала своего детеныша с раннего утра. Даниэль решил отвезти слоненка в то место, которое указал Джозеф. Подготовили пикап для безопасной перевозки. Слоненка осторожно и бережно погрузили в кузов. Сэмюэл проверил крепление, чтобы убедиться, что слоненок не получит новых травм. Джозеф показывал дорогу через обширный луг. Вдали постепенно показался силуэт слонихи. Узнав мать, слоненок издал громкий крик. Слониха ответила мощным и полным эмоций трубным звуком. Мать и дочь побежали навстречу друг другу, переполненные радостью. Это воссоединение глубоко тронуло всех присутствующих. Слониха своим длинным хоботом крепко обняла детеныша, который только что избежал смерти. Малышка прижалась к материнскому телу, словно ища защиты. Даниэль Окаро наблюдал за этим с гордостью во взгляде. Сэмюэл и Джордж с облегчением улыбались после напряженного дня. Джозеф Бекки молча кивнул, признавая, что его решение было верным. Слониха со слоненком медленно направились обратно к зеленым пастбищам. Природа постепенно возвращалась в свое изначальное мирное состояние. Легкий ветерок шелестел листвой деревьев в заповеднике. Спасательная операция завершилась успешно. В копилке заповедника Маккенна появилась еще одна памятная и трогательная история. Доброта разливается по бескрайней дикой природе, и сохраняется надежда для этих хрупких существ.